Сегодня я хочу вам рассказать несколько нюансов, которые присутствуют в нашей работе. От них нельзя отворачиваться и нельзя ими пренебрегать. Это очень важные части нашей работы. Ну, допустим, такие, как я вам уже говорила до того, что спатулу мы должны крутить в руках, научиться, чтобы вакс не падал на пол. И, конечно, чтобы вы не облили клиента, это для того, чтобы стены, потолок не были в ваксе. Ну, это первая часть ваксового процесса. Вторая часть. Очень многие смеются над тем, что вакс горячий и клиент корчится от боли. Это далеко не смешно. Можно сделать ожог неопределенной степени. Как вообще можно взять вакс, положить на спатулу горячий, положить на тело и при этом, когда корчится и орет клиент, говорить: ой, это же нормально, это ничего страшного. Это очень страшно. Этот ожог вы будете лечить очень долго. Еще неизвестно, чем это все кончится. Это второе. А как определить температуру достаточную? Каждая машина, она имеет, если вы мне позволите, я сейчас встану и вам покажу машину. Смотрите, каждая машина, вот, я работаю такими самыми простыми машинами, ничего у меня нету такого незаурядного. Она имеет деление. Я не буду никому говорить, сколько это дегрис, потому что каждая машина имеет свое. Она идет с low до high. Low, ну, я имею в виду с низкой температуры до высокой температуры. Низкая температура, она отмечена маленькими такими штрихами, которые еле-еле видны. Потом идет середина и идет очень горячий вакс. Очень горячий вакс, но я не знаю, это надо быть полностью больным на голову, чтобы его включить и им работать. Я думаю, что таких в нашей специальности нету, хотя я встречала девочек. Для чего они это делают? Для того, чтобы меньший расход вакса. Они не сделают, допустим, 5 ваксов, а они сделают 10. Но ожоги будут у всех 10. Теперь, когда я включаю, вот есть тут черточка, я обязательно вакс выставляю на medium. Medium это, наверное, где-то около 64 дегрис, что-то такое. Может быть, немножко меньше. Я люблю работать очень плотным ваксом, чтобы он держался и не спадал. Меня не интересует, сколько я затрачу вакса. Абсолютно. Меня интересует, чтобы человек ушел с белоснежной кожей, даже не грамма покраснения, чтобы не было. Я не хочу этого, потому что это результат плохой, а результат должен быть отличный. Тряпки. Тряпки я юзаю. Катон с бумагой. Есть такие тряпки, катон вместе с бумагой. Хотите, покажу? Да, конечно. Вот они у меня. Вот они у меня. Эта тряпка, она не аллергичная. Запомните, если покраснение на коже есть, это от тряпок. У меня была прошлая партия, не прошлая, это в прошлом году. Я закупила партию тряпок, ну как мешковина. И я должна была ее отработать, потому что, ну, ящик тряпок все-таки жалко куда-то девать. Конечно, при этом всем я заказала нормальные тряпки, те положила и на всякий случай эти кончались, те брала. Тело у людей, тела были такие красные, с раздражением. Я позвонила поставщику и сказала: пожалуйста, со мной не имей эксперименты. У меня работа серьезная, я не хочу экспериментировать. Хочешь экспериментировать? Предлагай их кому угодно, только не мне. И он знает уже, что все самое лучшее должно идти мне. Все самое худшее, кто там жалеет денег. Вот эта тряпка. Видите, это называется, тут катон, бленд идет катон и как прослойка бумаги. Снимает все до мельчайших микроскопических волосиков. Теперь, в аптеках у нас продается аквафор.
Я не знаю, как у вас, может быть, называется. Это такой ointment, который я ложу после вакса. Я не люблю никакие крема, я не люблю никакие добавки, которые продают к ваксам. Это все бизнес, он мне не нужен. Я не буду торговать, я не буду продавать, я буду делать только то, что полезно клиенту. Эту аквафор я заказываю, допустим, на Амазоне. Я не знаю, где вы там можете ее купить, не знаю, может она у вас тоже аквафор называется. Это же я все-таки для русской публики это делаю, и может быть кто-нибудь меня и на Украине посмотрит, и в России посмотрит, и Бог знает, даже в Тбилиси меня могут посмотреть. Я не знаю, как это называется, но во всяком случае не оставляет никаких следов. Вы спокойно намазали и отпустили человека. При этом купаться можно? Да, ребята, купаться можно через 2,5 часа. А в интернете написано нельзя. Я говорю, ну так в интернете написано, что и секс нельзя иметь. Я не знаю, где мы вам делаем, или внутри, или снаружи. А почему? Можно. Вот я вам сделала вакс, а вечером идите к мужу, имейте секс или к любовнику. Мне что, не все равно? Нету таких описаний, которые можно, нельзя. Это, вы знаете, сидят люди, которые выдумывают такое, что можно с ума сойти. Почему вы не пользуетесь пудрой? А для чего мне пользоваться пудрой? А вот все пользуются пудрой, а вы не пользуетесь пудрой. Я говорю, а я не все, я индивидуальная, и я не буду пользоваться пудрой. Что такое пудра? На сегодняшний день действительно я не пользуюсь бэйби-пудрой. Но чем я пользуюсь? Если мне надо забрать влагу с тела, я буду пользоваться крахмалом. Обыкновенный крахмал. И причем столько мало, мизерное количество этого крахмала. Я чуть-чуть там подмажу спину мужчине или грудку мужчине. Вообще стараюсь на бикини Эрию абсолютно не ложить ничего. Потому что я не знаю состав, что там, как там. Я даже не пользуюсь там антисептиками, которые вытирают. Давайте вытираться, будем вытираться. Для чего вытираться? Тело выделяет собственный ойл. Этот ойл увлажняет это тело. Для чего? Я что, знаю, чем я вам вытру тело? И как вместе с вот этим, допустим, составом, которым я буду вам протирать тело, и вакс, как это соединится и какую реакцию это даст. А ваше тело это ваш ойл, он как принял это все, так и отдаст это все. Фактически, сколько я не делаю ваксы, у меня, ну может быть за всю мою жизнь было 5 раз такие неприятные ситуации. Особенно у меня неприятные ситуации с русскоязычными девочками, потому что они у нас очень большого полета птицы. И вот одна приходит ко мне и говорит, вот у меня белый волос, я не знаю, что мне делать, каким ваксом? Я говорю, ну давайте этим попробуем, этим попробуем. Попробовала одним, попробовала с сахаром. Ой, мне плохо, я умираю, посмотрите на мои руки, я умираю. Я говорю, да не умирайте, сейчас быстренько я вам вызову скорую. И не умирайте, они вас спасут. В таких случаях, когда идет раздражение, это совет моего очень хорошего друга, и я ему очень верю, и сама это очень много раз экспериментировала. Если идет сильное раздражение, молоко, холодное молоко с холодильника, вы мочите тряпочку и сразу ложите на воспаленное место. Пусть подержат полчаса. Это все уходит. Вот как будто бы никогда ничего и не было. Весь воспалительный процесс молоко гасит.